Привет, друг, с тобой Вагалюк. В этом видео я буду рассказывать очень редкую фишку, которая поможет тебе сэкономить UV-пространство, его прооптимизировать. Конечно, там есть свои минусы, я о них тоже расскажу. И, конечно же, это редкая фишка. Почему она редкая? Потому что она применима не во всех 3D-модельках. Вы, наверное, знаете про нестандартный UV. Есть стандартный UV, это квадратики, это UV-tile. Есть нестандартные, это прямоугольные. Вот. Я даже пробовал делать половинку прямоугольника, и вроде бы у меня получалось. Но прямоугольник, вот это вот 100% оно будет работать. Я расскажу сегодня, как это сделать, и вообще, что за прямоугольник, да, вот ты сейчас слушаешь, думаешь, какой прямоугольник, что за фигня. Вот этот метод применим в случаях, если у тебя объект, пропс или что-то другое, да, что ты уникально бейкаешь. Это добро длинное, оно высокое. Например, это может быть столб. В общем, это объекты, которые по высоте, да, либо они в ширину, либо они в высоту длинные. Не квадратики. Значит, я сейчас давай переключу камеру. В общем, мы сейчас в блендере. У нас сегодня не будет кубика. У нас сегодня будет цилиндр, ребята. Значит, создаем цилиндр обычный. Почему цилиндр, да? Можно сказать, типа, ну, на цилиндре понятно, окей, это и так можно будет сделать, это без проблем. Почему не на какой-то комплексной модели? Потому что цилиндр, он нужен для того, чтобы я показал вам пропорции. Нам не нужно сейчас сделать какой-то объект с маленькими мешиками, которые будут забивать UV-шку там внизу, да, вот это все, вся мелкотня, которая будет. Нет, нам это не нужно сейчас. Цилиндр я сейчас сделаю просто пропорции, которые позволят показать этот метод оптимизации на UV-шке. Значит, дефолтный цилиндр, давай я его сейчас прям максимально увеличу. Ну, например, вот мы не будем смотреть, сколько тут метров, сколько сантиметров, это нам сейчас не нужно. Именно пропорции по высоте и ширине, да, то есть когда у нас есть прямоугольная такая форма. В ширину она меньше значительно, чем в высоту. Я не высчитывал, насколько сильно она должна быть выше или ниже. В основном это все и так видно на этапе UV. То есть ты, когда начинаешь это все дело UV-шить, ты понимаешь, что можешь применить этот способ. Я расскажу сегодня поподробнее, да? Но пока не будем далеко забегать. В общем, можно сделать его чуть шире, еще чуть выше. Там пивот ему вниз поставить и выровнять его, чтобы он на пол встал. Но это не важно. В данном случае нам это сейчас не важно. Автосмус применяю. И необходимо, конечно же, сбросить все скейлы. Rotation Scale сбрасываем. При создании цилиндра в блендере автоматически как бы рисуется ему UV. Если я сейчас возьму, сделаю, например, обычный unwrap, ну, только Smart UV, да, который применит мне все скейлы и тому подобное, то мы увидим вот такую вот картину. Как бы она не очень приятная, потому что, ну вот почему, да? У нас есть целый UV-тайл. Давай попробую нарисовать, чтобы было прям еще понятнее. Вот наш квадратик, да? По правилам UV у меня уже были видосы, даже 2 видео. И да нет, у меня практически каждое видео, где я что-то рассказываю, там используется UV-шка. Но конкретно тутор по UV-шке у меня 2 видео. Про оверлапы и в целом, как это все разворачивать, паковать и тому подобное. Понятное дело, что раньше, когда я снимал эти туториалы, они были немножечко устаревшие, да, ну, на актуальный момент. Но в целом можно на них научиться. Поэтому, если не смотрел, переходи быстренько и ознакомливайся. В общем, по правилам UV-шки, да, одно из самых главных правил, чтобы у нас этот квадратик был заполненный максимально. Вот сейчас у нас имеется вот такое вот пространство пустое. Это пустота. Если мы будем бейкать как обычно, то у нас будет обычная текстурка квадратная. Процентов, ну сколько это? 20%, да, а то и меньше. Будет занимать шеллы. Остальные 60%... Ой, какие, ё-моё. Остальные... Сейчас. А как мне тут вытирать? Да. Остальные, значит, 80% это будет пустота, которая тоже будет запекаться и будет присутствовать на нашей текстурной карте. На нормалке, на ошке и тому подобное. И, соответственно, будет
и в текстурах, которые мы экспортируем из Substance. Вот, поэтому это, конечно же, плохо. Почему? Ну, потому что у нас есть куча места, оно как бы предназначено для того, чтобы там что-то рисовать. А шеллов нет, поэтому рисовать мы тут ничего не будем. Зачем нам это место? Ни зачем, поэтому нужно это все добро соптимизировать. Можно как сделать? Самый такой более понятный способ — это взять, рубануть. Вот если мы тут сделаем сечение, да, и мы тут сим вмажем, и unwrap. Ой-ой-ой, не, ребята, подождите. И unwrap. А теперь вот так вот сделаем, чтобы было более понятно. Блин, Blender, конечно, интересно, у него развертка происходит. Так, ладно, давай так сделаем. Не будем спешить, торопиться никуда. Mark Sim, Unwrap обычный. И тут мы еще сделаем Average Island Scale. И тут, понятное дело, нужно еще будет вмазать такой продольный шов. Вот. Значит, что мы видим? У нас образовалось два больших шелла. Вот я их сейчас отделю. UV-шка теперь заполнена лучше. Она заполнена реально лучше. Тут меньше свободного пространства. И, в принципе, ну, уже больше некуда ее оптимизировать. Потому что увеличение вот этих вот шеллов, оно приведет к тому, что у нас не будет влезать все добро в UV-тайл. Поэтому мы ничего с этим не делаем. Да, теперь у нас где-то процентов может быть 5 пустоты. Ну, примерно, да, 5% пустоты, это окей. Какой минус этого способа? Это я сейчас, если что, я рассказываю не про этот способ, да, который вот я хочу, а просто вот дефолтный, да, вот самое первое, что придет в голову, это пробить луп и его резануть, так, чтобы у нас длинный кусочек превратился в два коротких кусочка. Есть такой вариант. Если у нас, допустим, есть ограничения в ТЗшке, что мы не можем использовать такие вот непропорциональные UV-шки, текстурки, да, это тогда мы будем юзать. Но конкретно в нашем способе я сейчас буду рассказывать способ, который будет оптимизировать это нестандартно. Это нам не подойдет. Почему? Ну, во-первых, добавление шва, оно, как правило, создает нам неприятности при текстурировании, потому что ты накинешь обычный гранж, все гранжи накидываются по умолчанию по UV projection, и поэтому в этом месте у тебя будет виден переходик, нестыковка, так скажем, информации, да, пикселей гранжа, и тебе придется включать трипланар, либо как-то замазывать это все дело штампом там, или просто маской стирать в этом месте. Поэтому это не очень good. А тем более, если тебе необходимо будет добавить по UV-шке сюда какую-то информацию, если это, допустим, ну что это может быть, поршень большой, который отдельным UV-сетом почему-то у тебя будет. Вот. Ну, например, моделируем просто в теории эту всю ситуацию, то шов не допускается, да, и в любом случае, чем меньше швов, тем лучше качество текстуры, тем проще нам текстурить, потому что мы работаем с одним большим куском UV-шки, да, с одним большим куском этого островка на UV-шке, мы его текстурим. Нам не нужно, вот у нас один большой, мы его разбиваем на 5, и каждый вот этот пятый кусочек, каждые 5 кусочков текстурим отдельно, чтобы в целом оно смотрелось хорошо. Это, понятное дело, будет усложнять. Я сейчас пролагал, да, у меня камера пролагала, ну ничего, ладно. В общем, так нам делать не стоит. Поэтому, что я в таком случае предпринимаю? Я убираю этот шов, анвраплю заново, получаем вот эту же картину, да? Что нам с этим делать? Что это такой за способ, о котором я хотел рассказать? Что это за способ непропорционального UV? Давай я, наверное, перейду в Rhythm, потому что мне так проще. Перехожу в Rhythm. Это можно делать и в Blender. Я покажу, как это сделать в Blender, но для того, чтобы сначала вы схватили информацию побыстрее, я покажу, как это делать все в Rhythm. Значит, у нас имеется квадрат. Если мы его поделим пополам, вот тут, да, где-то приблизительно будет центр происходить, то мы как бы можем одну половинку растянуть на вторую половинку, и в целом у нас получится уже квадратик. Вот. Что делаем? Если я сейчас просто возьму и растяну вот так вот на 2 умножу по горизонтали шеллы наши, то все равно кусочек один остается, да, ну прям
видно, что пустота. Этого нам недостаточно. Что делаем? Я беру вот эти кружки, перемещаю их вниз. Ну, это в данном случае, да, в моем случае. У тебя там может быть другой случай. Вот так вот. И теперь растягиваю его в 2 раза. Вот так, умножаем на 2. И мы получаем здесь ровно половинку. Вот. Мы можем еще сильнее это все умножить, то есть опять на 2. Это прям уже супер такой способ, лютый, ну вот прям жесть, да? По жескачу идем. Вот сюда, да, чтобы нормально тут все было, тут окей. И тут тоже окей. То есть мы в 4 раза его растянули. Ну, почему мне пришлось сейчас это сделать? Потому что слишком длинный цилиндр. Был бы он чуть шире, мы бы обошлись всего лишь одним растягиванием в 2 раза. В общем, получаем мы такую текстурку. Это у нас уже будет даже больше, чем я хотел рассказать. Да, вот такой вот, вот такая вот ситуация произошла. Сохраняем. Что я сейчас сделал? Что это за Франкенштейн, так скажем? У меня шеллы растянуты. У меня шеллы растянуты в 4 раза по одной из осей, непропорционально. И тут лютая потяжка. Тут она прям максимально сильная. Если я сейчас пойду это текстурить вот так, то образуются длинные такие полоски, растяжки. Это, конечно же, не камильфон. Нам такое не нужно. Давай я сделаю хайпольку для этого цилиндра. Я накину быренько сюда bevel в 4. Чуть уменьшу. Накидываю сюда subdiv. И увеличиваю это все добро, кроме оси Z. И что у нас получается? Хайполька, да? Ну, нам все равно на фаску, но меня такая устраивает. Фаска вполне окей. Значит, UV-шка у нас есть для лоу-поли, и хайполька тоже имеется. Погнали, это сейчас все заэкспортим быренько. Открываю я, значит, Marmoset Toolbag. Запечем там это все дело. Я покажу, как бейкать такие непропорциональные UV-шки. И пойдем в Substance это все добро текстурить. Но перед этим я обещал показать, как это все делается в блендере, да, если кто-то не пользуется, например, ризумом, как это все делается в блендере. Еще проще, ну, реально. Я сейчас сделаю обратно, откачусь, и, в принципе, это и будет тот самый способ, который я хотел показать. Так, это получается у меня математика, так, 25, вот. У нас есть 3D-курсор. Он всегда спавнится в левом нижнем углу. И от него мы можем как бы проводить манипуляции. Сверху ставим трансформация от пивота. Убеждаемся, что пивот находится в этом уголочке. Выделяем все шеллы. И видим тут стрелочки. Если у тебя включено гизмо, да, то тут Y, тут X. Нажимаем SX. И в данном случае умножаем на 4. Все. Как бы у нас по X в 4 раза больше становится shell. То же самое. Вот. Теперь, да, возвращаемся в Marmoset. И давай я сейчас сюда закину то, что у меня получилось. Так, открываем это все дело. Я же это заэкспортил, да, вот он тут. Да. Этот у меня идет в хайполе, этот у меня идет в лоу-поле. Все. Настраиваем бейк. Про бейк у меня тоже есть туториалы. Один тутор, так что если не смотрел, обязательно посмотри. Тут можем AOShку и Normal забейкать. И дальше, самое важное. Значит, видим здесь Resolution. У нас тут стоит 4К на 4К. 4К на 4К это квадратик. Это обычный квадрат. Но у нас UV-шка не квадратная. Она у нас как бы прямоугольник, четверть квадрата. Да, у нас четверть квадрата это наша UV. Если мы вот так вот возьмем и забейкаем, вот давай я сейчас так и сделаю. Бейк, да, сохранить. Вот происходит бейк, смотрим. Как бы все забейкалось, все окей. Смотрим нашу карту. 4К на 4К. Вот. Квадратик обычный. Обычный квадратик. Если я его сейчас закину в Substance, то, ну, у нас не будет
без потяжек, да, потому что как бы видно, что ага, все забейкалось, тут хорошо все видно, но, ребята, это мы сейчас видим просто фасочку, уже которая с растяжкой запеклась. А мы же, когда будем текстурить, мы будем накидывать сюда текстурку без учета нашей UV-шки. Давай я сейчас какую-то, которая у меня на компьютере есть, я сейчас ее прям в Альбедо закину. Кирпичи, вот, кирпичи как раз это прям, это то, что нужно. Так, надеюсь, так, это плохие кирпичи. Вот такие кирпичи, смотри. И что это? Это никуда не годится, оно прям растянуто в 4 раза. Нас такое не устроит. Поэтому для того, чтобы у меня все хорошо работало в Substance, мне необходимо забейкать уже сжатую текстуру. Поэтому, что мы делаем? Здесь в Resolution я ставлю не 4К на 4К, а 1К на 4К. Почему 1К и 4К? Потому что 1К в 4 раза меньше, чем 4К. Почему нам именно важно, чтобы было в 4 раза меньше? Потому что я UV-шку в 4 раза растянул. Вот. Если бы я ее растянул в 2 раза, я бы тут ставил не 1К, а 2К. Значит, пишем 1024. Окей. Бейкаем. И давай посмотрим нашу нормалку. Здесь мы видим, вот, resolution 1К на 4К. И та текстура, которая отображает нашу UV до сжатия, так скажем. То есть она обрезана. Это четверть нашего тайла. Вот. Это мы оставляем. Также мы бэкаем таким же способом абсолютно все карты, которые нам нужны. Что делаем дальше? Погнали теперь в Substance. Так, мы в Substance. Теперь здесь выберем 4К. Почему я ставлю 4? Опираемся от самого большого значения. То есть у нас 4К на 1К. Самое большое 4, поэтому ставим сюда 4. И Normal Map формат. Мы же бейкали в OpenGL, по умолчанию Marmoset бейкаем. Тут ставим тоже OpenGL. Все, импорт Bake Maps. Здесь я выбираю Bake Normal IO. Окей. И погнали. Я покажу сейчас, как с этим делом всем работать. Ну, во-первых, я сюда закинул и HP, и LP, да. Нас это не устроит. Я давай поменяю тут такой цвет. И выберу тут, замаскирую нашу HP-шку. Оп. Чтобы мы видели только low poly. Подключаем сюда карты. Нашу нормалку, которая куда-то пропала, куда-то она потерялась. Давай посмотрим, где она у нас тут находится. Ага. Вот это прек. Нас это не устроит. Давай нормал сюда, быстренько. Оп. Кстати, подожди, я ж могу так сделать. Ой-ой-ой, вот это радость. Это Substance версии 10. Вроде на 9 тоже так можно было. Значит, АОшку тоже сюда подключаем, хотя она нам тут вообще сейчас не нужна. И смотри, у нас 1К на 4К. Здесь size стоит 4К на 4К, нас это не устраивает. Поэтому я снимаю замочек и ставлю такое же значение, которое я ставил в бейке, в Marmoset. Оп, все. Теперь, почему я создал красный цвет? Я хотел показать, как это все работает. Давай я напишу здесь чекер, чтобы прям мы убедились, да? Чекер, вот он, чекер сюда, закидываем масочку и поднимаю ему тайлинг. Значит, у нас такая же самая проблема, как была до того, как мы бейкали это все добро сжато. Как это исправить? Есть два способа. Первый, либо юзануть трипланар, либо здесь в тайлинге в 4 раза уменьшить сам тайлинг. Значит, давай поставим тут какое-то целое число, например, 16. И тут тоже 16 поставлю. И здесь я меняю в 4 раза меньше. Все, у нас получается текстурка сжимается под нашу UV-шку, и мы видим правильное отображение. На самой UV оно выглядит так. То есть сама UV будет потянута. Вот. Но мы же будем экспортировать UV-шку и текстуру, которая будет сжатая. Поэтому я сейчас это все покажу. Будет все окей. И в движке, если мы тоже закинем это добро в движок, там оно все само поймет. Там не нужно будет ничего выставлять, там ты просто как обычную текстуру подключаешь, и там все окей. Значит, что мы из этого можем сделать? Ну, все, я показал, как это работает, да? Либо трипланар ставим, либо тайлинг меняем у этой всей штуки. Погнали это все заэкспортим. И здесь, тут ставим size, based on each texture set size. Если мы поставим какое-то такое значение, то будет непонятно что.
Поэтому ставим такое значение, которое мы указали в Texture Settings. Экспорт. И теперь давай в Marmoset перейду. Покажу сейчас текстуры, которые у меня получились, да, то, что я заэкспортил. Вот это Base Color, вот это наш Normal, но он в Direct заэкспортился, да, то есть мы бэкали в Open, а в Direct сейчас заэкспортил. И да, и все, в принципе, нет больше смысла чего-то другой, какие-то карты показывать. Вот, в Substance оно растянуто, при экспорте оно сжимается, потому что мы указали правильное значение. Вот так вот. Соответственно, если я сейчас перетяну это все в Marmoset, у меня будет, такая же текстурка. Если мы так посмотрим, она будет у нас тоже вот сжатая. С движком не будет никаких проблем. Смело загружаю, и все будет окей. В чем прикол такого способа, да? Ты можешь сказать, что, на текстуре я должен что-то считать в 2 раза меньше или в 4 раза меньше, делать мою текстурку на каждом гранжике или трипланар врубать. Я ж могу сделать разрез и проработать тоже через трипланар. Какой смысл мне это делать? А смысл в том, что, смотри, текстура, которая у меня забейкалась, она весит... Не, давай именно бейки посмотрим, да? Bake Normal. Она весит 24 мегабайта. 24 мегабайта. Если я сейчас забейкаю 4К на 4К, 4К на 4К бейкаю. Тут я обновлю. У меня Normal начинает весить уже 96 мегабайтов. То же самое, если я Substance Painter тоже при экспорте поставлю здесь 4К. Кстати, давай посмотрим, как оно вообще мне забейкает. Наверное, какое-то говно получится. Сейчас, погоди, это не то. Сейчас вот так вот делаем. Нет, погоди. Давай, наверное, вот так вот, да, сделаем. 4К на 4К. Вот. У меня получается уже текстурки, которые выглядят как квадратик. И вот это вот весит 121 килобайта. Вот. 121 килобайт она весит. Такая вот квадратная, да, тоже растянутая. Хотя в Substance тоже все выглядит окей. Да, оно растянуто. Оно что так, имеет хороший вид. То есть тут именно потяг у нас нема, да? Но сама текстура, она стала шире, она стала больше. А разницы никакой. Что она сжатая, что она разжатая. Именно в качестве разницы никакой. Но в весе этой текстуры есть большая разница. Давай я сейчас опять выставлю тут 1К на 4К. Вот эта теория, да, с выставлением, она, как я сейчас сам понял, что 4К выставляешь, оно все равно использует вот эти вот твои параметры. Экспорт. И смотри, какие текстурки стали. То есть они сжались у меня. Было 121, стало 56. То есть она как минимум в 2 раза стала проще. Вот. Это уже оптимизировано. Вот так вот. Такой вот способ. Он редкий. Ты его, наверное, из всех зрителей, которые посмотрят этот видос, наверное, процентов 5 будут его хоть раз использовать в жизни, да? Это максимально локальное видео. Оно не предназначено для того, чтобы там все новички это смотрели и такие: вау, как я без этой информации мог жить, да? То есть нет. Это просто такой прикольчик есть, который можно использовать. И это грамотный прикольчик. Не просто потому, что там, мне делать нечего, я сейчас возьму, растяну текстуру и тому подобное. Нет. Как бы страшно вот это вот не было, да, но все равно имеет хороший вид в финале. Какие вопросы могут ко мне задавать в комментариях? Наверное, кто-то будет возмущаться в бессмысленности этого способа, но я уже рассказал его смысл основной. Кто-то, может быть, ничего не поймет. Может быть, кто-то будет пересматривать это видео и скажет: нафиг оно мне надо, короче, нет. Но я как бы сделал это дело, да. Сейчас давай я верну камеру. Все, ребят, на этом будем заканчивать. С вами был Вагалюк. Спасибо большое за то, что вы досмотрели до конца. И ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, если вы тут в первый раз. Пишите в комментариях,
какое видео вы бы хотели видеть от меня в следующий раз. Может быть, вам что-то непонятно, да? Но самое важное, не пишите какие-то локальные вопросы. Там, у меня не получается вот это забейкать, какой-то артефакт, там это. По таким вопросам обращайтесь ко мне на Patreon. У меня ссылка в описании. Я там занимаюсь менторством в Discord-канале. Решаю все вопросы ребят, которые возникают. Там можно задавать локальные вопросы. В комментариях можно писать темы видео глобальные, которые могут быть полезны не только вам, или там еще там, 5% всего населения планеты, а большому количеству людей, потому что ради одного человека я видео записывать, понятное дело, что не буду на YouTube. Все. Всем спасибо еще раз. И пока.